Психологи – это специалисты, которые помогают нам решить проблемы, преодолеть страхи и разобраться в себе, чтобы мы чувствовали себя спокойно. Однако они тоже люди и, как и все мы, подвержены стрессу, с которым нужно как-то бороться. Сегодня мы обсудим методы быстрого снятия стресса, которыми пользуются сами профессионалы. Записывайте все, что приходит в голову. Джон Даффи, клинический психолог и автор книги о воспитании подростков, говорит: чтобы снять свой стресс, я записываю мысли, ситуации, отношения с людьми, идеи для будущих статей. Я записываю и структурирую все, что приходит ко мне в голову. Этот творческий процесс эффективен, потому что мы отвлекаемся от проблем, голова очищается и напряжение спадает. После этого я уже могу посмотреть на вещи с новой стороны. Приготовьте блюдо и будьте крайне педантичны в выборе ингредиентов. Психотерапевт, писатель и преподаватель Джеффри Самбер использует несколько эстетских способов борьбы со стрессом. Она говорит: когда я нервничаю, я люблю хорошенько поесть. Но это должна быть обязательно здоровая еда или новое для меня блюдо. Я долго хожу по магазинам, выбирая нужные ингредиенты, затем аккуратно их режу, готовлю заправки и медленно, с наслаждением съедаю блюдо. Напрягите все мышцы. Американский психотерапевт Кевин Чемпен для борьбы со стрессом использует метод прогрессивной мышечной релаксации, который разработали еще в 1920 году. Принцип прост. После любого сильного напряжения наступает сильное расслабление, то есть нужно напрячь мышцы в течение 10 секунд, а затем 20 секунд концентрироваться на последующем чувстве расслабления. Реагируйте правильно или не реагируйте вообще. Психолог Сьюзан Краус не борется со стрессом, а пытается заранее его избежать. Для этого у нее есть мантра, которую она повторяет, попадая в стрессовую ситуацию. Она говорит: «Я не могу изменить ситуацию, но могу изменить свою реакцию на нее». Позитивная реакция на негативное событие помогает не только избежать стресса, но и получить некий опыт, если смотреть на это как на испытание и учиться на ошибках. Остановите поток мыслей. Психолог Мартин Селигман советует использовать один простой и очень популярный способ, чтобы выбросить лишние мысли из головы. Хлопните в ладоши и крикните: «Стоп! Я подумаю об этом потом». Также можно носить резинку на запястье и щелкать себя ей, или просто ущипнуть себя. Используйте подобные раздражители, чтобы остановить круговорот мыслей и отложить проблему на потом, на определенное время. Затем постарайтесь переключить свое внимание на какой-нибудь необычный предмет или занятие. Выделите 1 час на любимое дело и удовольствие. Психотерапевт М. Пшеворски советует выделить промежуток времени, в течение которого вы будете делать только то, что захотите. Читайте, рисуйте, ешьте вкусные блюда, в общем, занимайтесь тем, что доставит вам удовольствие. Никакой работы, никаких обязанностей, негативных мыслей и всего того, что вам не нравится и портит настроение. Стимулируйте нервы. Необычный, но действенный метод, основанный на физиологии, предлагает терапевт Тони Бернхарт. Несколько раз легко проведите указательным пальцем по губам. Это движение затрагивает нервы на поверхности губ, стимулирует парасимпатическую нервную систему и помогает быстро успокоиться. Главный принцип избавления от стресса – полностью абстрагироваться на какое-то время от проблемы и от любого источника волнения. И чем лучше у вас это получится, тем быстрее вы восстановитесь и будете готовы к новым свершениям.